Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Я продолжаю осваивать акварель, и сегодня будет вот такой осенний пейзаж. Его можно также повторить гуашью или акрилом, если краски смешивать с водой. Перед началом, как всегда, хочу напомнить подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, а также заглядывайте в мой инстаграм, группу ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Все ссылки будут в описании. Итак, рисовала я снова на бумаге для акварели, плотность 200 грамм. Использовала все те же акварельные краски от фирмы Луч. Других у меня пока что нет, я еще только осваиваю этот материал, продолжаю его осваивать. И решила начать с неба. В этот раз оно у меня будет таким ярким. Использую желтый, оранжевый, немного красного цвета. Делаю такой переход из цвета в цвет, местами даже не совсем плавный, то есть можно сделать намеки на какие-то облачка. Кстати, всю работу опять выполняю синтетической кистью размер 9 с заостренным кончиком. То есть как раз таки кончик использую для каких-то маленьких деталей. Мне в принципе достаточно вот одной этой кисточки. Также хочу сказать, что для мест, которые надо высветлить, я использую белила титановые. В остальном все акварель. Для меня в акварели сложно то, что на темный цвет светлый уже не нанести. И также приходится ждать, когда высохнет один объект, а потом только переходить, например, ко второму слою, иначе все расплывется. Сейчас я прорисовываю деревья на заднем плане. Их буду делать в несколько слоев как раз. Использую такой коричневый цвет. Можно также брать кирпичный, например. И буду потихоньку добавлять слои, затемнять. То есть я начну с самого светлого, самого прозрачного, а потом буду чуть плотнее наносить краску. Пока сохнут деревья на заднем плане, можно перейти к другим объектам. Это земля и вода, которая будет спереди. Нанести на них также первый слой. Использовать для земли можно желтый, сиену, коричневый. Ну а для воды стандартные оттенки синего, немного серого. Теперь можно вернуться к деревьям, которые были на заднем плане, и еще немного затемнить их ближе к земле. Также можно кончиком кисти добавить намеки на стволы. Когда акварель высыхает, она немного бледнеет.
И для меня пока что это тоже такой тяжелый момент, потому что я рисую какой-то объект, мне кажется, что по цвету он меня устраивает, но потом он высыхает и становится бледнее, и мне приходится наносить еще минимум один слой. Вот закрашена земля с левой стороны нашей картины, и я хочу добавить пару елок. Я думаю, что всем кажется, что елки мои любимые деревья, потому что я рисую их практически в каждой работе. И да, мне очень нравится, как выглядят елки, особенно на картинах, и они вечно зеленые и добавляют всегда яркости, цвета. Мне нравится. Как рисовать елки, я уже рассказывала много раз в других видео, так что не буду повторяться. Кстати, если вам интересно, как рисовать другие деревья, то советую посмотреть мой полностью бесплатный курс обучения рисованию с нуля. Там как раз есть урок, посвященный деревьям. Ссылка на этот курс будет в описании под видео. Когда закончим с елками, то остается добавить деталей. Это тени, какие-то, может быть, мелкие объекты, веточки, кустики, затемнить края берегов и так далее. В общем, детали можно добавлять по желанию.
Кстати, на этом моменте я хотела уже закончить работу. Начала уже даже снимать скотч, но все-таки мне казалось, что с правой стороны как-то слишком пусто и чего-то не хватает. Поэтому я решила добавить туда дерево, уже такое голое дерево, потому что у нас поздняя осень, листьев нет практически нигде. И это дерево находится как будто бы за кадром нашей работы, поэтому и виднеется только его часть, совсем небольшая. Так что я добавила это дерево, снизу травинок, и вот уже на этом завершила работу. Вот такая картина получилась. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм, выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!